Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня хочу показать вам узор, который я вязала по джемперу Кучинелли, как я его увидела, как он исполняется и все нюансы этого узора и этого джемпера хочу также рассказать. Итак, вот так я увидела, что выглядит этот узор. Единственное отличие, что джемпер выполнен из более толстой и объемной пряжи, нежели у меня. Кстати, такую пряжу я встречала в Инстаграм у девочек, которые продают пряжу. Перед съемкой видео искала, я просто не помню, у кого именно видела, чтобы показать вам. Там действительно эта пряжа объемнее, но сейчас, так как я не увидела это перед съемкой, я не буду говорить о толщине пряжи, но она потолще, чем у меня, и более объемная, чуть фактурная такая. Думаю, если задаться целью, то можно найти ее, но хочу сказать, что такой узор будет смотреться из многих других аналогов пряжи. Здесь подойдет любая гладкая пряжа средней скрутки, чтобы была ниточка. Мой образец связан из полухлопковой пряжи 50 на 50 с акрилом. И скрутка здесь достаточно плотная. Вот так выглядит эта пряжа. Здесь 250 метров в 100 граммах. С моей точки зрения, когда я провязала образец, я бы, наверное, взяла пряжу где-то 150-180 метров в 100 граммах, возможно, с добавлением льна или же вискозы на хлопковой основе. К спицам этот узор не привередлив, но опять-таки джемпер связан немного свободнее, более рыхлым вязанием, нежели я вязала свой образец. Свой образец я вязала на спицах номер 3,5. Возможно, нужно было даже для этой пряжи взять четверочку, но вот такой результат у меня получился. Что хочу сказать по поводу узора. Мое видение этого узора, как я его увидела, в исполнении очень-очень простое. По сути говоря, здесь нужно запомнить всего лишь один ряд, как он провязывается. Далее этот один ряд провязывается повторно со смещением в 2 петли. Думаю, с таким простым узором справится даже начинающий мастер, который имеет минимальные навыки вязания. Раппорт данного узора составляет 9 петель в ширину и 4 ряда в высоту. Вместе с вами я буду провязывать 2 раппорта этого узора, так как хочу показать не только, как он выполняется, а и переход от раппорта к раппорту. Для этого я набрала 22 петли, 18 это петли узора, 2 раппорта узора. По одной лицевой петли симметрии я прибавила с каждой стороны, так как здесь большинство рядов начинается с накида, и чтобы при сшивании не было ненужных дырочек, в таких случаях всегда я рекомендую набирать дополнительные петли симметрии справа и лево полотна. И также 2 кромочные. Итого у меня получилось 22 петли. Если же вы вяжете по кругу, вы набираете просто количество петель кратное 9, петли симметрии и кромочные, соответственно, вам будут не нужны. А теперь давайте начнем и попробуем провязать этот узор. Первый ряд кромочную я просто переснимаю. Далее у меня идет 1 лицевая, это петля симметрии, после чего я начинаю вязать раппорт узора. 1 лицевая, накид, 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном влево. При убавлении влево петли должны быть открыты, то есть вторая дужка петли смотреть на меня. И провязываются они вот таким вот образом. Далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо. При убавлении же вправо петли должны на спице расположены быть классически, то есть первая дужка смотреть на меня. И провязываю я их вот таким образом. Дальше 2 лицевые,
накид, 1 лицевая петля, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые петли и накид. Я закончила вязать 2 раппорта узора. Ряд заканчиваю 1 лицевой, это петля симметрии, и кромочной. Все четные ряды этого узора провязываются по рисунку, в данном случае изнаночными петлями. Накиды также провязываются изнаночной петлей. Давайте начало узора провяжем вместе, чтобы начинающие мастера видели, как это делается. Изнаночную провязываю изнаночной, накид также провязываю открытой изнаночной петлей. Далее идут изнаночные петли, все убавления, все изнаночные петли я провязываю просто изнаночной петлей. Накид открытой изнаночной. Далее идет изнаночная, накид открытой изнаночной. И вот таким образом я вяжу до конца ряда. Если же вы вяжете по кругу, то, соответственно, четные круги вы провязываете лицевыми петлями, накид также будете провязывать лицевой петлей. Третий ряд. Кромочная, 1 лицевая, это петля симметрии. И начинаю вязать раппорт узора. Если первый ряд мы начинали с лицевой, потом был накид, значит третий ряд я буду начинать с накида. Накид и точно так же, как вязала первый ряд. 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые петли и накид. Дальше 1 лицевая петля. Заканчивается поворотный ряд, точно так же чередуется. Если мы первый ряд заканчивали накидом, то третий ряд будет заканчиваться лицевой петлей. Это вот такой небольшой момент самопроверки. Четвертый ряд провязывается изнаночными петлями. Я провязала 4 ряда. Это весь раппорт данного узора. Далее повторяется с 1 по 4 ряд. Я провяжу сейчас еще один раппорт узора, чтобы вы увидели переход и маленький кусочек, как этот узор выглядит в бежевом цвете. Итак, кромочная, я ее переснимаю, 1 лицевая петля симметрии. Далее я смотрю, в предыдущем ряду был накид первым, значит здесь у меня лицевая петля. Далее накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 2 лицевые петли, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее 2 лицевые петли и накид. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. Третий ряд. Кромочную переснимаю, провязываю 1 лицевую петлю симметрии и смотрю. В предыдущем ряду у меня был накид после лицевой, значит этот ряд я буду начинать с накида. Накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 2 лицевые петли, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном вправо,
2 лицевые петли, накид и 1 лицевая. Я закончила вязать 2 раппорта узора, ряд заканчиваю лицевой петлей симметрии и кромочной. Вот такой легкий в исполнении ажур в стиле люкс максимализма у меня получился. Надеюсь, вам понравился сам узор, и вы обязательно свяжете с ним какую-нибудь себе замечательную вещь, будь то летнюю футболку или майку, или же джемпер. Всем легких петелек и до встречи на канале!